Друзья, всем привет! Мы снова на Патриках, снова снимаем формат «Сколько зарабатывают в Москве». Сегодня были, как обычно, очень интересные личности. Let's go! Привет, как зовут? Привет, Женя. Ты работаешь на ТНТ, Да. на Comedy Club. Я выступаю в Comedy Club, эту передачу показывают на ТНТ. Смотрите, значит, вот этот спрашивал, сколько он зарабатывает вот у этого, а этот спрашивал, сколько он зарабатывает у парня с квартиры за 900 тысяч. А тот, в свою очередь, тоже ходил по Патрикам и спрашивал у всех, сколько вы зарабатываете. Ну и самое главное, что вот этот спрашивал, сколько он зарабатывает у этого, а этот спрашивал, сколько он зарабатывает у этого. Ты делал обзор на мои ролики. Ну, я бы не назвал бы это обзором на твои ролики. А как это можно назвать вообще? Ну, потому что я же не стоял и не говорил: о, этот Артур, как он задает эти вопросы. Восхищения такого полива не было. Да, больше Я негатив. скорее сделал обзор на, экскурс в какую-то тему, да. Я поговорил про вот этот нарратив успешного успеха, его так называют в народе. А кто решил вообще делать обзор, вот этот видео с моими роликами, да? Ты или команда? Ну, конечно же, не я же всего лишь человек. Ты видел вообще мои ролики до этого? Да, я видел твои ролики, видел? да. Вау, круто. Да. И вот, значит, как это случилось? Я послал запрос в Вселенную, понял? Вот, что мне нужно выступление, которое точно бьет в боль ЦА. И Вселенная с помощью алгоритмов соцсетей показала мне твои ролики, и вот, пожалуйста, родилось выступление. А команда, она что делала? Продумывала вопросы или... Что за команда? Давай так. Ну, я насколько знаю, что в Comedy есть команда, которая помогает найти идеи для комиков. Нет? Или это ложь? Ну, это хоккейная команда, или что ты имеешь в виду? Ну, пиар или как? Ну, пиаром какие-то отдельные люди занимаются. Мы передачу снимаем, да, у нас есть Ты сам авторы. шутки, получается, пишешь или как? Да, и сам пишу, конечно. Ну и сам в том числе, ну и команда еще помогает. Ну, мы иногда садимся с ребятами и, что-то, наращиваем мясо. Мы работаем на телевидении, у нас же есть график определенный, нам надо выдавать определенное количество контента. Да, я просто увидел, что в этом выпуске там очень много было ребят с Патриков, то есть ты как-то их и нашел еще всех, отсмотрел все интервью их, то есть ты нашел мою там самое в нижнем, одни из самых последних интервью и взял их. То есть ты посмотрел все ролики, скорее всего. Да. Еще иногда я просто даю задания ребятам в регионы, и они мне что-то находят и присылают это, потому что нужно очень много времени действительно на то, чтобы произведение выглядело завершенным. Я рад, что ты заметил, что это кропотливая работа. Да. Когда ты вообще первый раз посмотрел ролики, какая у тебя первая реакция была? Я подумал, как много правды. Как много в этом правды, ведь так сейчас не хватает правды. То есть ты вообще не поверил, что это люди говорят Я в правду? целом такой, знаешь, скептический человек. У меня это первоочередно, наверное, работает. Особенно, когда я смотрю на выступление кого-либо в публичном поле. То есть все цифры, что есть в моих видео, ты считаешь, это неправда? Не, я не буду так утверждать. Но кто-то говорит правду, как думаешь? Не знаю. Я склонен знаешь, у меня есть определенное к этому сомнение, но я не буду говорить, что абсолютно все врут. С кем ты дружишь с Comedy? Вот у тебя близкие есть отношения там? Да, или вы все да. просто в таких партнерских отношениях? Ну, конечно, мы как коллеги, то есть с кем-то рабочие отношения, но есть как и у кого угодно. Мы же обычные люди, то есть мы простые ребята, которые просто работаем в одном коллективе. И так же, как на какой-либо другой работе у тебя с кем-то есть близкие отношения, с кем-то ты общаешься не так близко. Все так же, как и у всех. Такое же общество. А как ты вообще пришел к этой деятельности? У меня были наставники. Аяз Шабудинов, Лео Шевченко. Они что-то рассказывали про маркетплейсы, и я понял, что про это нужно шутить. Вот. Я играл в КВН в универе. Вот. Меня, как и многих ребят, какие-то друзья, в данном случае мои одногруппники, за компанию позвали играть в КВН. Так получилось, что я остался, ребята нашли себе нормальную работу. А как научиться вообще шутить? Это можно прокачать этот навык?
Ну, если мы к этому относимся как к навыку, то да, я скажу, что на моих глазах многие люди прям сильно росли. Да, ну. Да. Каким способом? Книги какие-то определенные или что? Ну, нет, они просто выступали. Понимаешь, в жизни ты можешь быть не таким смешным, как на сцене. Вот. И быть смешным на сцене — это просто тоже определенный навык. То есть этому можно научиться любой по факту? Или не совсем? Я бы категорично бы не утверждал. Я бы сказал, что это возможно. Ну, по крайней мере, можно в этом как-то преуспеть. Какие-то успехи, там уже дальше зависит от твоих каких-то личных качеств, везения, опять же. Сколько зарабатываешь? Ну, скажу так, мне кажется, я даже зарабатываю больше, чем мне нужно. Да, ну. Это больше 500 тысяч? Я тебе так скажу, даже больше 50 тысяч. Я так и знал, что так больше. Скажем так, на Творожное кольцо братьев Караваевых хватает. Купил ты квартиру уже? Опять же, открыто говорить не буду, скажу с намеком, но торшер и абажур в моей квартире имеется. Машина есть своя? Нет. Пользуюсь общественным транспортом, без проблем езжу на метро. Серьезно? Да. То есть сейчас спокойно можно встретить в метро? Да. Каждый день ты ездишь? Да. Ну, не каждый день, но часто. Как часто у тебя узнают люди? Бывает вот после того, как ты снял обзор на... Окей. Не обзор, просто видео на мои ролики. Тебя узнавали после этого как бы? Было такое, что подходили, блин, классный ролик вообще? Да, про это выступление были люди, которые отмечали, многие говорили, молодец, правильно их. Друзья, если вы задавались вопросом, изменилось ли вообще что-то за год на Патриках, отвечаю, что нет вообще. Столько же фотографов, столько же интервьюеров, как я, и, собственно, и куча красивых людей, богатых. Вот. Здравствуйте, как зовут? Настя. Никита. Сколько зарабатываете? В рублях? Да, а вы не в рублях зарабатываете? Нет, в евро. А где работаете? Я тату-мастер. Работаю в Европе, в Штатах, в Азии. Вау. Спасибо. А сколько стоит татуировка? Ну, в среднем это 250 евро в час. Ого. Сколько зарабатываете? Примерно 10 тысяч евро получается. Евро. Это прям очень хорошие деньги. Да. Не За жалуюсь. 7 месяцев, получается, в Москве можете квартиру купить. Если можно найти такую квартиру. Ну да. Чем занимаетесь, сколько зарабатываете? Ну, я на самом деле работаю в найме, я обычный простой человек, но кроме этого еще обучаем ребят тестированию, и получается школа тестирования у меня еще своя есть. Это IT. Да, IT-сфера. Вы, кстати, похожи как раз на Да? человека, который IT занимается. Не знаю, Недавно почему. сменил, 2 года назад профессию сменил полностью, и вот теперь путешествуем по миру. Очень 5 дней круто. назад приехали сюда, Откуда? с Бали. Как вам здесь после Бали? Очень классно, мне нравится чисто, аккуратно, классная погода, свежий воздух, А вы сами вкусная откуда? еда. Мы вообще из Москвы. Москвы. Да, мы просто 2 года назад уехали отсюда. На Бали? И- Или да. вообще по миру путешествовать? Нет, По миру получается. За последний год у нас было 12 стран примерно, в которых мы были, но большую часть времени проводим на Бали. Ага. Сколько зарабатываете? Ну, в тотале, наверное, ближе к миллиону. К миллиону. Да, Это ну. официально у вас прям зарплата получается? Или Ну, как? это зарплата и обучение, которое я провожу. Обучение. То есть вы еще инфобизнесмен? Да, но мы даем результат людям. Результат. То есть это новая не, профессия. это не, Да, это не просто- ветер. Да, не воздух. Какое самое главное достижение в вашей жизни? Вау. Ну, моя была мечта путешествовать. Я Ага. последние 2 года, мы в Москве, наверное, были в общей сложности, наверное, 3 месяца всего лишь. И для меня это был таким большой моей мечтой, поэтому, наверное, для меня, да. Да, мне кажется, мы схожи, потому что я на последние 5 лет хотел вырваться и путешествовать больше, чем 28 дней в году. Это как И- раз вот главное достижение. Да, я просто понял, что надо что-то менять, и пробовал авторские туры, пробовал переход в IT, и переход в IT оказался самой удачной историей, потому что ты получаешь удаленку, можешь спокойно путешествовать по миру и жить в любой стране. А легко вообще находить клиентов за границей вот на тату? Да, не проблема. Через Инстаграм? Но это через Инстаграм, В любой через стране таргет. можете, получается, найти? В любой стране. Зависит от аудитории, которая У вас в стране. русские делают? Нет, Или как в раз... основном последние, Вау. вот как начала путешествовать в последнее время, это в основном иностранцы. В основном европейцы, на самом деле. Немцы из Нидерландии, французы. Как давно вместе? Сколько? 7 лет, 7 лет? Как у вас получилось сохранить вот пару? да?
вау. Мне кажется, просто схожие интересы и ценности, и всегда нужно уметь общаться и договариваться о чем-то. Да, общение. То есть, если что-то не нравится, Общение, сразу вы сразу. говорите и Да. решаете в моменте. Да, абсолютно. Что посоветуете ребятам, которые вот только начинают свой путь, 1020 зарабатывают, хотят увеличить свой доход, у них не получается? Совет. Мне кажется, пробовать разные варианты, потому что я очень много чего пробовал, и аттракционы ставить, и авторские туры, и в найме поработал на многих местах, поэтому надо пробовать, и пока ты пробуешь, ты понимаешь, это твое, не твое, и пока ты молодой, ты можешь разные варианты попробовать, и дальше уже прокачиваться в чем-то в одном. И не нужно думать, что ты выберешь один какой-то путь на всю жизнь, ты можешь менять каждые 5 лет свое направление, главное, пробуй и не останавливайся. Дополните? Да, абсолютно солидарно, мы 7 лет вместе. Все, спасибо вам большое. Здравствуйте, как зовут? Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Дарья. Сколько зарабатываете? 100 тысяч. Официальная зарплата у вас? Нет, неофициально. От 160. А максимально сколько бывает? 200, наверное. 200? Может быть, да. Официальная зарплата или как? Ну, налоги плачу. Ага. Самозанятая. Ну, вы официально где-то работаете или фрилансер? Нет, у меня своя английская школа. Инфобизнесмен, можно сказать. Ну, практически. Сфера образования. Ага. А вы чем занимаетесь? Преподаю танцы. А какие? Танцы на пилоне. Приходите. Я? Парни спасибо. тоже к нам ходят. Но это какие-то определенные... Нет, обычные парни. Нетрадиционной ориентации. Нет. Знаете, у меня есть спорт-трюки на пилоне. Туда обычные парни ходят, спортсмены могут прям, да. А зачем парням это нужно? Ну, смысл какой Потому это? что очень большая нагрузка на руки. И Ну, такое редко где если встречается. качалка, ну, как бы можно себя Они- так нагрузить, Да, что... знаете, им обычно интересно, они говорят, это так легко, мы вот сейчас придем, у нас все получится. И вот обычно они ну приходят, и точно у них не ничего легко. не получается, да. Ага. Ну, там же нужно какое-то вот что-то женское туда добавить любому Это парню. в танцах, это в экзоте. Вот трюки на пилоне не обязательно. Какие парни нравятся? Верные, добрые и богатые. Сколько должен зарабатывать? Парень, ну, наверное, от 500. 1000. Да. Комфортно будет с ним. Но А, он деньги давать, например, не будет. Некомфортно. Некомфортно все. Какие парни нравятся? Уверенный в себе, харизматичный и умный. Умный парень никогда не пропадет. Сколько должен зарабатывать, чтобы быть с вами? Есть какая-то сумма или это не особо важно? Нет, это в любом случае важно. Почему? Ну, потому что если я сама могу себя обеспечить, значит, он должен обеспечить меня. Зачем чем он тогда в логика? моей жизни появляется? Ну, Только- вообще любовь Ну, как бы... нет, понятно, что любовь, но не только из-за же ден- это. из-за денег не- всё нет, происходит? Нет, конечно, не из-за денег. Почему? Зачем? Какие главные достижения в вашей жизни? Выиграл чемпионат в Греции. По танцам? Да. Очень круто. А что вы за это получили? Денежный приз, приз от спонсоров, ну и просто титул и звание. Ага. Какое главное достижение? Открыла свою английскую школу онлайн. Да ну. Да, и у меня там Вау. уже 2 преподавателя, плюс И- еще я. Английского вы имеете в виду в России этот? Да, что это моя. Русских обучают? Да, и не только. Почему? Ну, есть люди, которые, допустим, ну, да, они могут быть русские, могут быть люди, которые хотят тоже учить английский. Допустим, Мгм. они живут в Германии, вот у нас есть У девочка. вас как-то по подписке или как? Подписка как-то на обучение У идет? нас есть Или- абонементы. Абонемент. Ну, каждый месяц Абонемент. оплачивают. Можно на Ну, вот месяц, есть. можно сразу А. купить на несколько месяцев. И, естественно, это выйдет дешевле. Что посоветуете ребятам, которые мало зарабатывают, хотят увеличить свой доход, у них не получается это? Пробовать, пробовать и еще раз пробовать. Что-то еще? Все. Еще раз пробовать. Не сомневаться в себе Ага. и развиваться. Мгм. А развиваться в целом, как духовно или как? Развиваться и духовно, и вообще просто интересоваться всем, что есть в этом мире, потому что нету каких-то ограничений, ставить себе рамки. Здравствуйте, как зовут? Добрый день, Максим меня зовут. Сколько зарабатываете? Много, Больше 100? больше. Чем занимаетесь? Универсальный солдат я. Много направлений. Бизнесы? Да. Какие? В каком... И бизнес, и творчество, и коммерческое творчество. То есть Ага, бизнес какие? розница, розничные магазины, Ага. Чего? Какие там товары? парфюм, Парфюм, одежда, вау. сопутка, все что угодно. Много Дорогие продукты парфюмы? разные.
И люксовые в тоже. том числе, конечно. А как вы к этому вообще пришли? Вот, Это все такие случайности в жизни. То есть, когда мне кажется, столько бизнесов не бывает случайно. это не то, что некоторые из них это не бизнесы, это проекты, наверное. Это будет правильно назвать. То есть бизнес это, не знаю, Роснефть это бизнес, Сбербанк это бизнес. Это такие маленькие проекты. А это такие, какие-то проектные коммерческие истории, которые, что-то делают, во-первых, оставляют, что-то остается, а во-вторых, позволяют зарабатывать. Такой. Но при всем при этом еще и творчество. Я сниматься начал, я становлюсь, так скажем, как выхожу, наверное, в публичность. Да, как-то все так стало в жизни меняться. Подкаст вы имеете в виду или что? Или как модель? Начиная от того, вы знаете, как в фильме бывает в жизни у человека, всем, что хочу сказать, всегда верьте, если вы хотите что-то сделать, обязательно делайте, не бойтесь и прямо рискуйте и идите вперед. Какие девушки нравятся? Умные. Умные? Девушка есть? Женат. Женат. Конечно. Дети есть, да? Сын. Какое главное достижение в вашей жизни? Семья. Семья как раз. Что посоветуете ребятам, которые 1020 зарабатывают, хотят увеличить свой доход, у них вот просто не получается? Больше времени тратить на попытки заработать больше. Стараться избегать зоны комфорта. Понимаешь, тут вопрос в чем? Кому-то 20 тысяч, даже сейчас, как это ни странно, где-то в регионе, в маленьком городе, где немного зарабатывать, не так, как в столице нашей Родины, этого достаточно. Это на самом деле, к сожалению, факт. Кто-то зарабатывает, не знаю, в столицу, если брать, средний уровень зарплаты 100-120 тысяч рублей, допустим. Кому-то достаточно 120 тысяч рублей, а для кого-то 120 тысяч рублей – это только продукты в месяц на всю семью. Да. И человеку, желая большего, должен тратить больше. Для того, чтобы тратить больше, нужно больше зарабатывать. И тут пошла цепочка. Ты двигаешься, ты думаешь, ты что-то куда-то спешишь постоянно, ты не спишь, не досыпаешь, ты работаешь. То есть ничего просто не... я не верю в счастливый случай. И в легкие деньги я тоже не верю. Я считаю, что... Много работать нужно. Какой-то период жизни, да. То есть лет 15-20, мне кажется, любой человек, чем бы он ни занимался, он должен именно поработать на себя, на имя, на портфель знаний, наверное, которые он к определенному возрасту будет иметь в жизни. И семья, в первую очередь. Не бояться делать семью, потому что молодежь боится сейчас. Да? Сейчас, да, очень такой, знаете, прагматичный подход. Вроде бы как европейская история на нас потихонечку скатывается, тоже неприятно. Можно и в 35 и 40 лет. Иметь свободное отношение, Нет, что я такое? имею в виду, женщины уже не боятся и в 35 и 40, считают, рожать и раньше не стоит. Зачем? Поздние дети, это вся Европа так живет. Это плохо считается? Это плохо, потому что люди думают о том, что нужно сначала приобрести какие-то активы, дом, загородный дом, нет, квартиру в хорошем районе, машину, 2 как минимум. Только потом уже думать о детях. Ни в коем случае. Нужно раньше. Время бесценно, а дети это, наверное, смысл жизни любого нормального человека. И когда ты, допустим, не знаю, к 40 годам понимаешь, что у тебя еще нет детей, вот это, мне кажется, неправильно точно, а вообще бы это тут более жестокие выражения. 40 лет уже у всех, и у меня в том числе дети, и у моих друзей дети. Заставляет себя чувствовать счастливым. Счастливым и более ответственным, и более быстрым. То есть дети это же это затраты, это время. Ты должен быть быстрее. Чем их больше, тем больше нужно денег зарабатывать. Вот и все. Такая постоянная самомотивация идет. Здравствуйте, девушка, как зовут? Здравствуйте, Оля Сок. Сок? Это что значит? Фамилия? Ник в инсте. Ник в инсте. Да, половина моя фамилия просто. Сколько зарабатываете? На каком бизнесе конкретно? В сумме сколько у вас выходит чистыми месяц? 1 миллион. Миллион? Да. Чем занимаетесь? Я эксперт по осанке и фейспластике. Очень необычно. Да. А как вообще пришли к этой деятельности? Слушайте, я была сутулой собакой, снимала рилсики. Я еще блогер-миллионник, кстати, да. Я снимала рилсики, и мне не нравилось, как я выгляжу, естественно. У меня болела каждый день шея, голова, и, собственно, я пришла себя спасать изначально. И решили потом сами этим заняться? Да, когда подписчики стали писать, что ты так классно выглядеть стало, да. А что именно изменилось?
Изменилось все, изменилось состояние тела, изменилось лицо, изменилась, ну, как бы, подача. Какие парни нравятся? Брутальные, Богатые. лысые, Лысые? да, С бородой? криптоны. Почему лысые? Ну, потому что мы мужчина Мужественность? лысый. А, у вас мужчина лысый. Да, Сколько зарабатывает? много, Много. много. А деньги важны для вас? Ну, на данный Потому что- момент жизни, да. Но когда мы начинали общаться, нет, мы оба с Ну, а вы давно уже вместе? Да, мы Это 13 круто, лет вместе. это круто. Да. Какое главное достижение в вашей жизни? Главное достижение в моей жизни. Самое главное — семья. Семья. Да. Создание. У вас дети еще есть? У меня 2 детей, и на Вау. данный момент я в положении 3. Блин, я поздравляю, очень круто. Спасибо. Что посоветуете ребятам, которые вот мало зарабатывают, хотят увеличить свой доход, у них не получается? Не предавать себя, заниматься делом, от которого вы горите, и не обесценивать себя. И даже если это изначально не приносит никакого дохода, как бы занимайтесь тем, от чего душа горит. Это обязательно начнет приносить доход, и вы обязательно станете там экспертом, гуру, начнете зарабатывать деньги. Главное не идти изначально из-за денег куда-то в какую-то сферу, потому что там будет выгорание точно, там не получится, и там будет сложно. Все, спасибо вам. Здравствуйте, как зовут? Иван, Сколько зарабатываете? я Да. очень мало. Больше 50. Пускай. Пускай. Ну, вы сами себя обеспечиваете или... Частично. А кто помогает? Помогают родители, безусловно. Ну а что дорогое, ну это дарят. Золотое все, нет? Да, золото. Я не люблю дешевого. Серьезно? Просто я не люблю носить бижутерию. Потому что это очень, ну, красит. Сразу видно дешевую вещь. Ага. Я считаю, что любой понимающий человек сразу поймет дешевую вещь. Ага, чем занимаетесь? Я работаю преподавателем, педагогом и учусь Официальная параллельно. зарплата у вас? Да, безусловно, по трудовой. И учусь, соответственно, в институте, университете. А преподаете что? В доп. Образовании работаю. А кому? Детям или? Детям, конечно, детям. Ага. Сколько зарплата у вас официально? Официальная зарплата у меня. Да. Ну сколько, как вы скажете? Я не знаю, но вы говорите, это золото. 15 тысяч. 15 тысяч? Да, Серьезно? да. Вау. Необычно. Какое главное достижение в вашей жизни? Моей? Да. Ой, так сходу и не скажешь, как будто нет достижений, да? Что я умею любить. Это самое мое главное достижение в жизни. Какие девушки нравятся? Мне что, типаж сказать? А, Но характер, все девушки, которые мне нравились, я всегда встречался с совершенно противоположным. Я любил светленьких, а у меня сейчас уже продолжительные отношения с темненькой девочкой. Ага, не ваша там девушка, кстати? Нет, сестра. А, сестра. Что посоветуете ребятам, которые вот мало зарабатывают, хотят увеличить свой доход, у них не получается это? А как может не получаться, если они хотят увеличить свой доход? Ну, бывает такое, как бы средняя зарплата в Москве по России, может, 35, но многие же хотят больше. Все же хотят больше зарабатывать, не у всех получается. Вы бы что посоветовали? Не знаю. Сейчас я скажу, что Давай. я посоветую. Я бы посоветовал таким людям встать, поднять свои жопы с дивана и пойти работать на любую работу. Совершенно. Я работаю за 3 копейки, но я работаю в госорганизации. Я работаю за маленькие деньги только потому, что я хочу приносить детям радость. Что я посоветую людям, зависит от того, что они хотят. Если они не хотят работать, но хотят выглядеть хорошо, значит, надо найти тех, кто позволит им выглядеть хорошо. Я понял. Да, надо иметь какие-то... Какое я считаю достижение в моей жизни? Я шпагат умею садиться. Вау, прикольно. Я умею все, что угодно. Я в свое время закончил школу с золотой медалью. Институт буду заканчивать сейчас на все 5. Я очень... Главное в человеке — это интеллект. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Здравствуйте, девушки, как зовут? Анна. Валерия. Сколько зарабатываете? У меня муж зарабатывает. Вы не зарабатываете Я вообще? не зарабатываю. Ну, всегда по-разному. 200, 300, где-то так. Мгм. А чем вообще занимаетесь? Я мать в декрете. То есть просто семьей занимаетесь? Да. А может там хобби, я не знаю. Нет? Тратить деньги мужа? Не знаю. Максимум, что я могу. Вы чем занимаетесь? Реклама, пиар, вот, СММ. Мгм. Вы на себя работаете или фриланс? Нет, я трудоустроена в нескольких компаниях Ага. и еще на себя работаю. А доход постоянно плавает, получается? 200, 300? Нет, я просто забываю, Что? сколько зарабатываю. Ну сколько примерно? Ну, 300. 300? Ну да, стабильно 300. Ага. Вот.
Ну, иногда бывает чуть больше. А сколько тратите в месяц? Больше. Больше 300? Да. А как так выходит? Я сама не знаю. Как-то так. Помогает кто-то? Нет, все сама, просто иногда еще какие-то проекты появляются. И оттуда... Вот. Да, и оттуда. Всё, да. понял. А так свободно, нет, никто не помогает. Ага. А вы сколько тратите? Давай. Не надо. Ну, больше 500? Ну, нет, чуть меньше. 400? Да. 400. 400 точно. Стабильно, вот так вот Стабильно, погодно. А стабильно. бывает там больше? За ипотеку, за бензин и так далее. Больше, Ага. если только будет. Какая машина у вас? У меня 2. 2? Вау, какие? Audi A7, BMW X5. Вау, вы на Патриках где-то живете? Нет. А, просто пришли сюда погулять с собачкой? Да, все верно. У вас машина есть? Нет, ни прав, ни машины. Ищете парня, да? Ну, не то, что ищу. Ну, я понял, да. Просто говорю, что не помогает никто. Ну, парни есть, нет? Нет. А какие парни нравятся? Какие качества в парнях? Ну, сложно сказать. Самое главное, наверное, душа. Душа. То есть деньги не важны? Да нет, на самом деле. В последнее время очень тяжело найти какую-то родственную душу, Согласен. вот, с которой будет комфортно проводить время, с которой будет... А где знакомитесь? Да на различных мероприятиях. Вот. Просто от работы бывает, что попадаю на светские ужины, вот. Там бывает, что знакомлюсь. Вот, ну, не часто. Что посоветуете ребятам, которые вот мало зарабатывают, 1020? Или девочкам, например, которые только начинают свой путь, им 18 лет, они хотят увеличить свой доход, у них не получается. Есть что-то? Какой-то секрет? Искать свою любовь, которая будет вас мотивировать. Я вот начинала с мужем встречаться, я ему деньги давала на маршрутку, а теперь он обеспечивает меня. Ага. А ты? Я посоветую работать. У нас чуть разные советы. Вот. Я начала работать 14 лет. Сколько вам сейчас? 23. Ага. Вот. 14 лет начала, это вообще что угодно делала. Раздавала там листовки, помню. А потом что-то по рекламе Это помогло в будущем вам? Конечно, да. Я поняла, что мне все-таки интересна реклама, и потом в 15 лет я стала журналистом в городской газете, организовывала какие-то городские мероприятия, типа День города, КВН и все такое. Вот. И в 18 лет я просто поняла, что мне нужно подтверждение моих навыков и знаний, и пошла вот в РАНХИКС уже учиться. А что посоветуете? Учиться и работать. Учиться и работать. Вот, работать, браться за любую работу, которая интересна. Вот. Просто за любую, конечно, не надо. То, что интересно, надо делать. Вот. Ориентироваться на деньги? Или ориентироваться все-таки на то, что любите? Сначала все-таки на опыт надо. Сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. И в будущем это будет приносить все новые проекты. Мне кажется, в любой сфере, кем бы ни был человек. Экономист, юрист, стажировки какие-то. Вот. Даже если вот человек работает на работе, получает 20 тысяч, допустим, ничего не мешает найти какую-то удаленную стажировку в какой-то крупной компании, пройти, и все, уже твое имя запомнили, есть твой контакт и знают о твоих способностях. Спасибо большое, девчонки. Здравствуйте, как зовут? Максим. Сколько зарабатываете? По-разному. Ну, больше 100? Больше. Больше миллиона? Около этого. Около. А чем занимаетесь? Юридическое условие. То есть у вас официальная работа как-то или вы фрилансер? Ну, можно сказать, фрилансер. Я арбитражный управляющий. Ага. А что он делает? Банкротит юрлица, физлица. Ага. Как вообще к этому пришли? Почему вы решили этим заняться? Ну, 10 лет как-то вот судьба меня привела в эту сферу, и до сих пор я в ней нахожусь. Ага, вам нравится абсолютно. Можно сказать, что вы любимым делом занимаетесь? Ну, уже можно сказать, что не совсем любимым. А уже поднадоело? Уже, да, в поиске. Уже на автомате все делаете, наверное, все знаете там? В том числе, да. А и есть какое-то развитие в этом направлении? Вот, только финансовое. Финансовое. Ага. Личное там, то есть арбитражный управляющий, все на этом. Только финансовое развитие, все. Какие планы? Может, будете менять деятельность или уже что-то предпринимаете для этого? Хочу одеждой заниматься. Какое главное достижение в вашей жизни? Достижение? Да. Это семья, наверное. Семья. У меня ребенок, да. Очень пока, круто. да. Сколько детей? Пока один. Пока один. Планируете что? Планируем.
Что посоветуете ребятам, которые вот только начинают свой путь, им лет 18, хотят увеличить свой доход, у них вот не получается пока? Искать то, что нравится, а если, соответственно, дело нравится, не ставить целью деньги, ставить целью просто личное счастье, радоваться жизни, а там остальное все уже сложится так, как надо. Она меня снимает или не меня снимает? Ты меня снимаешь? Я здесь, за эту улицу стою. Я всем, и все, мне Патрик, и я Патриком, все. Миллиардер, плейбой, филантроп.